Добрый день, друзья! Приветствую вас на своем канале Медовик. Наверняка у каждого была ситуация, когда вы задумывались о причинах, почему же матку все же убили. Речь не идет о тех случаях, когда ее приняли, она просеяла одну-две рамки, и потом вы ее не нашли. Здесь может быть причина заключаться в том, что матка не подошла рангам пчелам. Но мы не будем сегодня говорить о рангах маток, это отдельная тема. Сегодня рассмотрим ту ситуацию, о которой часто многие пишут в комментариях. Подсадили матку. Видели ее 2-3 дня, бегала по рамкам, нет ни одного яйца, нет матки, она исчезла. Что произошло? Агрессии не было, все делали по инструкции, маточники удалили, открытого расплода не было. И в своих видео, которые вы видите на экране и также под видео, я их и в прошлый раз показывал, я очень много говорил о том, что необходимо правильно подсаживать маток, выдерживать период, а также дожидаться, пока не будет расплода, чтобы у семьи не было надежды вывести свою матку. Тогда все проходит гладко. Но есть один нюанс, о котором 99,9% пчеловодов просто не знают. И начинают, как вот рыбаки идут, одни ловят, другие смотрят и спрашивают, клюет или не клюет. Так и в пчеловодстве есть такая своя крылатая фраза, соответственно, рыбалки спрашивают, как прием. Прием маток, прием маточников принимают, не принимают. По-народному, по-домохозяйски, по-любительски, да, можно сказать, что там хороший прием, плохой прием, даже описать его в процентах, пожаловаться и рассказать друг другу, что там из 10 маток приняли всего 5, 6, 7 и так далее. Но всему есть научное объяснение, и сегодня мы об этом и поговорим. Для начинающих повторю, что есть классические причины непринятия маток. Это старая матка в семье, остался открытый расплод, который излучает феромон и в принципе дает надежду пчелам вывести матку свящевую в любой момент, пока есть личинка, позволяющая это сделать. Они убраны все маточники и просто... Есть матка, которую вы не заметили. Молодая матка, может быть, случайно залетела, или просто ранний свищ, который вышел самая первая, и вы просто думаете, что все остальные маточники вы разрушили, подсаживаете, ее убивает молодая матка. Сегодня же я хочу рассказать совершенно о таком реальном, существующем, но мало кому известном синдроме непринятия матки. Это научный термин. Есть ученые, которые занимались этими работами. Кому интересно, я могу привести ссылки на своем телеграм-канале, телеграм-группе. Ссылочка на телеграм-группу есть в первом комментарии. Подписывайтесь, и если вам интересно почитать эти работы, то вы сможете их там найти. То есть я не буду рассказывать вам что-то, что я сам придумал или мне так кажется. Научные работы ведущих современных пчеловодов, которые, конечно же, не описаны в старых советских учебниках, а дают четкое понятие, что существует синдром непринятия, синдром отторжения матки. Это та ситуация, когда пчелы не проявляют никакой агрессии к матке, но и не кормят ее, не обращают на нее внимания. Именно этот синдром отторжения матки является причиной гибели. Я не берусь сказать, скольких процентов, но именно все те матки, которые у вас зашли в семью, вы видели, как она бегает по рамке, день, два, три, вы ждете от нее засев, и через 3-5 дней еще открываете в надежде, что там уже 2 рамки засеяно, а матки нет. Вот эти вот случаи на 100% относятся как раз к этому синдрому отторжения матки. Из-за чего он происходит? Я не только расскажу, но и покажу, как с этим справиться, как с этим бороться. Основные причины – это вирусы, которые могут быть в семье, которые могут поражать самих пчел и их расплод. Это вирус деформации крыла, хронический паралич пчел. Это может быть стрессовое состояние семьи от сильной заклещенности, вароатоз, или стрессовое состояние, вызванное обработкой, например, той же самой муравьиной кислотой или какими-то еще препаратами без соблюдения инструкций, с нарушением температурного режима и т.д. и т.п. А также потеря феромонной чувствительности у пчел, которая также может происходить по вышеуказанным причинам. Для того, чтобы семья была готова принимать матку, чтобы мы действительно были уверены в том, что там все нормально, понятное дело, что в улье должны быть мед, корма, чтобы не было стресса и вообще не было отсутствия кормов, не нужно там подсаживать перед дождями затяжными, когда в улье вообще пусто и тому подобные вещи. Значит, это мы по умолчанию опускаем. Мы проверяем семью на состояние ее расплода, чтобы там не было никаких гнильцов европейского, американского. Также мы смотрим, чтобы там визуально не было каменного расплода, аскосфероза.
и проверяем заклещенность семьи одним из распространенных, широко известным всем способом. После этого можем смело подсаживать матку. По классике мы подсаживаем матку через 4-6 часов после того, как убрали старую. Если же все-таки маточники потянули, то это создает нам дополнительные проблемы. Нам необходимо дождаться исчезновения открытого расплода, дождаться и убрать все эти маточники, и только потом выпускать матку. И вот здесь нам необходимо посмотреть очень внимательно, и это очень важно заметить. Значит, как правило, маток подсаживают вот в таких пересылочных клеточках. Некоторые люди, там разразился целый спор под одним из моих видео, ну не сильно там может быть большой спор, но мнения всегда разделяются. Нужно ли пчел сопровождения в этой клеточке оставлять? Но мы сейчас не об этом. Неважно, каким способом вы подсаживаете, будете вы пчел сопровождения выпускать или нет, после того, как вы открыли малый проход, и после того, как вы, в принципе, видите эту клеточку, запечатывают ли здесь все эти отверстия или кормят матку, вы можете увидеть самое главное, это ее внешний вид этой маточки. После того, как вы ее уже намерены выпускать, я всегда делаю это контролируемо, потому что очень многие рекомендуют, и так сама инструкция рекомендует открыть сначала малый проход, через 2-3 дня открыть большой проход для того, чтобы пчелы выпустили матку. Почему я так не делаю? Потому что потом я матку вообще могу не найти и не пойму, из-за чего же ее не стало, что стало причиной. Может быть, ее выпустили и сразу же убили, или какие-то еще были моменты. Поэтому я контролирую данный процесс. Открываю клеточку, обязательно держу ее плотно к рамочке, чтобы у матки не было возможности взлететь, чтобы она просто вышла и спокойно пошла по рамке. Потому что как раз вот этот вот, чем опасно выпускание матки, тем, что она может улететь. То есть вот это вот самый такой главный нюанс. Но для чего я выпускаю именно на рамку? Для того, чтобы увидеть ее. Первое, как она выглядит. Если она увеличена, у меня были вот маточки, я подсаживал во втором ряду, вчера выпускал. Видно, брюшко увеличено, она конкретно увеличилась в размерах. У одной даже яичко из задницы торчало, она уже готова сеять, она прям в клеточке начала это делать, выделять эти яйца из себя. Кроме того, я вижу по ее таким морфологическим признакам ее состояния, и также вижу, как она движется по рамке. Есть такие пчелы, которые матки выходят, и сразу же там кто-то ее покормил, она побежала по рамке, еще где-то кто-то ей хоботок просунул, и пчелки ее покормили. Зачастую бывает такое, что матка вышла из клеточки и просто бегает, и в первую попавшуюся ячейку сота сует голову и пьет нектар оттуда. Ее никто не кормит. Она мелкая и быстро бегает по рамкам. То есть она не ищет места, куда посеять яйцо, она голодная. Ее в клеточке не кормили. Вот это самый главный признак непринятия отторжения матки, когда матку в клеточке не кормили маточным молочком. Это очень серьезный показатель, тревожный показатель, и такую матку через 2-3 дня обязательно убьют. Бывают исключения приятные, когда пчеловод просто выпустил и ждет 3 дня, потом смотрит, да нет, все нормально. Почему матку не кормят? Почему есть это отторжение? Не только из-за вирусов и из-за болезней, которые я перечислил. Семья может быть здорова, но перестала она кормить матку по той причине, что отсутствие открытого расплода вызывает такую биологическую паузу, опускает биологический рубильник в семье, и подглоточные железы пчелы не вырабатывают маточное молочко, потому что в этом нет потребности. Если мы видим, что матку не кормили по внешнему виду, и видим, что она побежала сама себе добывать пищу, нам необходимо включить этот биологический рубильник в самой семье для того, чтобы пчелы начали активно выделять маточное молочко и начали кормить матку. Тогда у нас будет сохранена матка, и семья будет в полном порядке. Сейчас я, чтобы не рассказывать на пальцах, конкретно стою вот возле этого улья и конкретно покажу вам на семье, как выглядит матка, как она себя ведет и что нужно делать в этом случае. Открываем улей. Пока достаю рамку, скажу, что обычно засев начинается либо с какой-то определенной части гнезда, либо с центра.
Там, где был расплод, там, где есть печатный расплод, там маточка начинает рассеиваться. Обычно на рамке много пчел, и там мы можем увидеть маточку, которая сеет яйца. Если увидели засев, то значит никаких проблем в семье нет. Наша задача как раз найти засев. Только тогда можно говорить о том, что матку приняли. А то, что ее не убили, это еще не говорит о том, что ее приняли. Приняли, это значит, ее кормят, за ней ухаживают, и это значит, что семья продолжает развиваться. Вот она, маточка у меня ходит. Видите, ее не убили. Она живая, здоровая. Перемещается спокойно. Пчелы тоже спокойные. Перемещается она по печатному расплоду. В принципе, как я сейчас за ней наблюдаю, то вроде бы ситуация немножечко изменилась. Возможно, мое вмешательство, которое я вам хотел показать здесь, и не понадобится. Сейчас посмотрим еще за ней. Будет ли она сама кушать. Потому что там видео под выпускать ли свиту, выпускать ли пчел сопровождения, писали о том, что да матка сама ест. Недолго, ребятки. 2-3 дня, и пчелы теряют к ней интерес. Почему? Потому что если матка не покормлена маточным молочком, феромоны она выделяет мало, неактивно. Почему не убивают сразу? Матка же, матки в семье нет, а это ходит. Пусть ходит. Но внимания не обращают. Пчел-кормилец нет. Они-то есть, но они неактивны. На данный момент я пока не видел, чтобы кто-то ее покормил. И также в таких семьях, которые имеют этот синдром отторжения маток, у них явно выражено отсутствие свиты на рамке. Матка ходит, но как таковой свиты у нее нет. Она просто ходит такая покинутая, брошенная, всеми забытая. Никто на нее просто не обращает внимания. Нет такого: «О, это ты». Вот тут что-то такое начинается. Возможно, начинается. Значит, я рассказываю дальше, друзья, как необходимо активировать, если мы все-таки видим действительно матку ничем практически не отличающуюся от обычной пчелы, с уменьшенными размерами. Эту я буквально вчера видел, поэтому выбрал ее как ту, которой нужна помощь. Раньше не смог, нужно было сразу ей помочь. Итак, для того, чтобы нам активировать биологически пчел-кормилец, мы берем вот такую вот рамочку. Посмотрите внимательно, она вся просеяна. Я взял ее из другой семьи, хорошей семейки. Плотно просеяно все. Есть личинка и есть яйцо. Следующий этап. Нам необходимо нашу матку поместить на ту рамку. Маточка здесь на рамке. Мы добавляем ей несколько пчелок и располагаем ее на соте в том месте, используя сеточный изолятор, где максимально отсутствуют яйца, но есть немножко капелек нектара. Хорошо, если там еще будет и перга. Не принципиально. Вот в этом месте, я думаю, будет самый раз. Я сейчас крупнее покажу. Посмотрите, вот таким образом закрепил. Следующий этап. Мы просто берем, вставляем эту рамку в улей. Рядом все засеяно яйцами, все в личинке. Сразу же пчелы-кормилицы активируются в работу, начинают кормить этот расплод, выкармливать его. И они, конечно же, не пройдут мимо, будут кормить матку. И через 2 дня ее можно выпустить в абсолютно исправленную семью. При условии, что в этой семье нет никаких болезней и патологий. В противном случае матка просто погибнет. И вы будете потом опять кому-то писать в комментариях о том, что фуфло ты рекомендуешь. Вот я подсадил, она бегала, а потом ее не стало. Я делаю таким образом, чтобы пчелы на сетке обязательно могли быть, потому что изолятор сбоку не имеет никаких проходов для пчел. Чтобы мы не придавили плотно. И как раз вот эту рамку почти пустую, там немножко есть на ней перги, можно отправить в перетопку. За время, пока я монтировал видео, прошло несколько дней. Вы видите результат уже. Посмотрите, во-первых, размеры маточки, ее морфологические признаки.
ну, так скажем, геометрические параметры, размеры. Видите, она тягает за собой брюшко, она значительно увеличилась в размерах. Дальше смотрим это пятно. Значит, я его перемещал. Особенно внимательные, конечно, заметят. Для тех, кто не заметил, я поясню дополнительно. Изначально я ставил где-то с этой стороны, не помню где именно, это можно отмотать видео и посмотреть. С этой стороны я ставил колпачок, изолятор. А потом я его через один день переместил сюда, для того, чтобы проконтролировать засев матки и, короче говоря, получить именно от нее яйца. И вот посмотрите, здесь активно пошли. Значит, смотрим в эти ячейки, где был открытый расплод. Посмотрите, есть личинка, молочко, кормят. С этой стороны, где маточка была, один маточник натянули, ну такой слабенький, я его разрушил. А с этой стороны, где матки не было, было штучки 3. Я их тоже только что раздавил. Активного такого прям большого количества не было. Раздуваю пчел, внимательно смотрим. Посмотрите, весь этот круг, все пятно, где сидела матка, вот его сейчас четко видим на экране, полностью весь засеянный. То есть маточка при помощи этой рамочки, она рассеялась. И теперь уже вопросов по непринятию быть не может. Есть у меня еще один улей, где матка просидела под таким же колпачком, но без открытого расплода. Так от нее я и не дождался яиц, то есть она не сеет по-прежнему. Сейчас буду туда ставить, также активировать ту маточку, чтобы пчелы начали выделять маточное молочко и кормить личинок, кормить матку. Итак, друзья мои, наглядно показал вам, как необходимо спасти матку, на что необходимо обратить внимание. Надеюсь, что эта информация спасет жизни многим маткам и сэкономит ваши нервы и деньги. Всем удачи, мира, здоровья. Пока.